Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США выкупят «Газпром». Москва и Вашингтон обсуждают поставки газа в ЕС. По данным 5 источников Reuters, маршрутами поставок могут стать оставшиеся трубы Северного потока-2, транзитный газопровод через Украину, где у обоих газопроводов американские компании могут купить доли. Также в информационном поле проскакивают новости, что и турецкий поток могут выкупить. Александр, что вы на это скажете? Начнем вот с чего. Все-таки речь идет не о выкупе турецкого потока, речь идет о болгарском участке продолжения газотранспортной системы, которая включает в себя турецкий поток. И вот тут, быстро соскакивая с магистральной вот этой линии ответа на поставленный вопрос, я замечу, что для Болгарии, наверное, такого рода переговоры с частным инвестиционным фондом, принадлежащим некому миллиардеру, который еще там с каким-то коммуникационным предприятием присматривается, каким-то еще объектом, в общем, ему что-то там интересно, но, как утверждают источники, утверждающие, что они знакомы с информацией, переговоры находятся на начальной стадии. И вот для Болгарии, наверное, в этих переговорах есть какой-то смысл. Притом смысл, ну, скажем так, отличный от нулевого. Дело в том, что Болгария все равно получает деньги за транзит. Не напрямую от России, сейчас несколько усложнилась вся эта ситуация, но она деньги за транзит получает. То есть газ идет через турецкий поток, далее газ заходит на территорию Болгарии, и через территорию Болгарии дальше уже в другие страны идет, где сидят потребители российского газа. Болгарская сторона получает плату за прокачку этого самого газа. Если, как предполагается, Европейской комиссией с 27 года, ну или точнее после 27 года, там формулировки такие, будем считать, что после 27 года сразу, вот год заканчивается, и тут же полностью избавляется Европейский Союз от всех энергоносителей из России. Вот от газа точно, вот на 100% берет и отказывается сразу. Ну, болгары теряют деньги. Болгары прям сразу, сходу, моментально теряют деньги на транзите. Да, конечно. Та же самая Еврокомиссия утверждает, что вот тут 1,2 миллиарда кубов пойдет из Азербайджана, а потом удвоится с 27 года, удвоятся объемы поставок газа, идущего из Азербайджана, и, может быть, действительно, частично прокачка из Азербайджана компенсирует выпадающие доходы болгарской стороне. Если, в принципе, этот газ пойдет, гарантий пока никаких, телодвижений в эту сторону пока не наблюдается, а год 27 уже не за горами, и надо бы уже что-то делать, пока особо ничего не делается. В общем, масса вопросов возникает, и у болгарской стороны, наверное, эти вопросы должны вызывать некоторую тревожность. В том смысле, что а как же мы? Ну, вы известно, как на самом деле. По крайней мере, тут я сразу прошу прощения перед представителями разумных политических сил в Болгарии, перед гражданами Болгарии, которые, возможно, нас смотрят. Речь не про вас, речь про конкретно ваше руководство. Про вот этих чудесных людей, которые предпринимают какие-то шаги, но, по большому счету, от них, от этого руководства, ничего не зависит. С тем же успехом можно было объявить, что столица Болгарии – Брюссель. Притом не Брюссель как город вот конкретный, а, знаете, как вот штаб, конкретно столица Болгарии, штаб-квартира, где вот заседает Еврокомиссия, вот там. Это столица. Все остальное – это просто крупный город. Вот София, вот мы тут ходим. Не столица, так просто. Но если решения не принимаются какие-то у вас на территории, то чего заморачиваться? Зачем всех этих людей содержать? Ну, в конце концов, хотя бы на это можно сэкономить. Распустить это правительство, распустить там кто там вот еще у вас есть. И все, и пусть люди прямо из Брюсселя вам говорят, делаем так-то, и все. Просто зачем это передаточное звено в лице руководства Болгарии? Да незачем, мне кажется. Все, без Брюсселя говорят, вы делаете. Красота. Быстрее выполнять распоряжения будут. Ну вот.
То есть для Болгарии, да, такого рода переговоры имеют смысл, потому что они в каком-то формате могут позволить сохранить часть текущих доходов за транзит. При том, что имеющиеся обещания со стороны Еврокомиссии по компенсации этих выпадающих доходов, тут бабка надвое сказала. Тут вот, знаете, вот может быть, может не быть, у Азербайджана там какие-то проблемы периодически возникают, притом проблемы не только технического характера с объемами добычи, что наблюдалось в начале 2025 года, но и проблемы, чисто политического характера, когда руководство Азербайджана задает вопрос: ребята, кто оплачивать работы будет? Вы из Евросоюза нам говорите, что газ будет не нужен вообще, но конкретно ваш к 2027 году вынь да положь. В 2 раза увеличите поставки. Это что, мы 20 миллиардов кубов вам будем поставлять? Вложимся в добычу, вложимся в инфраструктуру, где гарантии, что этот газ будет потребляться. А, вы в дорожной карте прописали, что вы от нас хотите получать больше газа. Это здорово. А, вы прописали, что газ будет там, и к моменту, когда полный зеленый энергопереход будет совершен, газ будет потребляться для неэнергетических целей. Это здорово. А можно какие-то более осмысленные гарантии нам дать? Там договор подписать, контрактик, может, какой-нибудь. Что-то такое. А то мы смотрим на то, как вы с Россией поступили, тоже масса вопросов возникает. Вдруг вы скажете, а с 27 года никакого с 37 года никакого азербайджанского газа. И все. Национальное правительство, которое получает газ из Азербайджана, а ну-ка быстро предоставили план по отказу. Может такое быть? А почему нет? А почему нет? Потому что мы себя хорошо ведем, Россия себя плохо ведет? Это, знаете, та еще гарантия. Итак, Болгария, Азербайджан, кто у нас еще остался во всем этом? Еврокомиссия. Еврокомиссия приняла 6 мая, да, очередной повод напомнить про дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. Она приняла дорожную карту по отказу от российских энергоносителей к 2027 году включительно, точнее. Должны быть подготовлены все меры по отказу от российского газа, которого в текущем году, 25-м, если что, вот мы записываемся, должно быть импортировано порядка 36,5 миллиардов кубических метров. Это не наши подсчеты. Я полагаю, будет больше, но вот на данный момент, я полагаю, будет больше. Не намного, но все-таки. Это данные, которые приводит Еврокомиссия в самой вот этой вот дорожной карте. У них 52 миллиарда кубов было импортировано в 2024 году. Это 19% от всего импорта газа. И плюс прогноз на 25 год тут же, что будет 36,5. Почему? Потому что украинский транзит выпал. Вполне справедливый довод, почему нужно было предполагать сокращение поставок. Но все равно это 13% от совокупного импорта. Вот эти проценты надо заместить, а вообще надо развивать ВИА, надо замещать природный газ, мы его заместим там 40-50 миллиардов кубов к 2027 году, а если не получится, тогда, конечно, СПГ будут производить, вот говорит нам Еврокомиссия. Но над этим можно посмеяться, над этим можно поиронизировать, можно в очередной раз сказать о том, что Еврокомиссия планировать не умеет, но это не в этом дело. Просто во всей этой схеме с американскими компаниями, которые купят какую-то инфраструктуру в России или инфраструктуру, исходящую из России, и вот за счет этого, и будут, может быть, даже приобретать российский газ на границе России и там чего-либо еще, и вот будут поставлять этот газ. Как во всю эту схему укладывается положение дорожной карты, предусматривающее усиление контроля за источниками газа, и чтобы российский газ в принципе никак, даже через перепродажу, не мог попасть на территорию Европейского Союза. Я не утверждаю, что они реализуют положение своей дорожной карты на все 100%. Нет, я о другом. О том, что вот есть документ, из которого, по крайней мере, исходить будут лидеры Европейского Союза, при том, как лидеры Европейского Союза в лице Еврокомиссии и прочие шайки-лейки, которые вокруг существуют, так лидеры Европейского Союза в плане руководства отдельно взятых стран. Положение, оно прописано. Оно тебе может нравиться, может не нравиться, но просто совсем уж игнорировать ты его не можешь. И схема, в которой
американские компании покупают российский газ, все на это смотрят такие и подмигивают друг другу. Ха-ха, смотри, американский газ к нам пошел. Его покупают, в этом контексте начинает работать очень плохо. Ну, очень плохо, потому что, еще раз, в этой дорожной карте прописано, буквально прописано, мол, ребята, не-не-не, мы будем следить, откуда газ идет. Мы будем прям контролировать. То есть это положение надо учитывать. Ну, с этим положением можно работать. Это положение можно неким образом подвергать критике, но отталкиваться от него необходимо. Его учитывать необходимо. Если вы просто закрываете глазки, его игнорируете, ну, высказывая предположение, я понимаю, там все 5, 7, 10, хотя Reuters 8 источников, знакомых с информацией, знакомых с положением дел, вот что, ну, ведутся переговоры. Вот все эти источники, при всем уважении, они прям так, они что, кроме того, что ведутся переговоры, сказали? Ничего? Ну, тогда здорово. Что обсуждается? Давайте еще раз. Покупка инфраструктуры, вхождение, ну, якобы, вхождение там в доли либо самого ПАО, либо получение доли, ну, покупка доли самого ПАО «Газпром», либо там еще как-то, либо покупка газа на границе. Я, кстати, уверен, что покупка доли в ПАО «Газпром» это какая-то додумка уже наших, там совсем как-то, ну, это совсем уж дико звучит в текущих обстоятельствах. Не будем углубляться, но просто один из вопросов, который тут же возникает, это вопрос имеющихся санкционных ограничений. Давайте вот так сформулируем. Покупка газа чисто технически, ну да, это возможно было бы, с учетом действующих, если учесть действующие контракты, если договориться с европейскими покупателями российского газа, ну потому что пусть не напрямую, не открыто, но поговорить с ними надо. Ну, хотя бы из серии, ребята, вам этот газ нужен? Я потому что страшное дело, вот сейчас просто скажу, вы удивитесь, но газ сначала надо продать, а потом добыть. Для того, чтобы его продать, если в схеме появляется не продавец и покупатель, а продавец, посредник и покупатель, вот и притом прямых контактов между продавцом и покупателем больше не будет, ну, по тем или иным причинам, ну, вот подразумевается, что не будет их, то посреднику надо не только с покупателем, с продавцом газа говорить, но и с покупателем, чтобы иметь гарантию сбыта того объема, под которым ты подпишешься. И нет, с тобой вряд ли будут договариваться в стиле, ну, если в Европе попросят газ, то вы приходите, мы вам отгрузим, а если не попросят, ну, не приходите, мы не отгрузим. Нет, должны быть договоренности типа take or pay, то есть бери или плати. Должны быть договоренности, которые подразумевают, что есть гарантированные объемы, которые обязательно будут куплены. И здесь еще раз надо идти к европейцам и спрашивать, ребят, вам вообще это надо? И последнее. А точно-точно покупка инфраструктуры на территории Евросоюза каким-то частным инвестиционным фондом может рассматриваться как действие государства Соединенные Штаты Америки. Или это должно рассматриваться как некоторое преувеличение заслуг администрации Трампа, которое себе позволяет администрация Трампа, судя по публикациям на сайте Белого дома. Как, например, Мерседес приходит разворачивать свои производства на территории штатов благодаря действиям Трампа. Заходим в сообщение. Мерседес откроет производство одной конкретной модели в 2027 году на территории Соединенных Штатов. И тут непонятно, то ли потому, что пошлины сработали, то ли потому, что у Мерседеса были такие планы, так как, ну, эту конкретно модель особо активно покупают в Штатах, так чего нам огород городить и из Германии везти, если можно здесь производить? Может так быть? Может. Может ли быть там некое преувеличение? Может быть некое преувеличение. Нужно ли в мировых СМИ создавать впечатление, будто администрация Трампа все делает правильно, везде победы, везде какие-то вот мутки, везде какие-то сделки, Везде информационный шум, который всю карьеру сопровождал Дональда Трампа. Богатый ли он человек? Безусловно. Успешный ли он бизнесмен? А вот это, дорогие друзья, очень большой и отнюдь не
однозначный вопрос. Как бы странно это ни прозвучало в контексте того, что он действительно богатый человек. Но вот политик он, скорее всего, примерно как бизнесмен. Пока что шума гораздо больше, чем дел. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Да, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», мой персональный, и на телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. Большое спасибо заранее. Всего хорошего.